Каждое утро, открывая глаза, ты полон надежд и решительности. И вот проходит день, и перед сном ты замечаешь, что твой день прошел под копирку предыдущего дня. И так проходят недели, месяцы, годы. И у тебя возникает вопрос: почему? Да-да, почему так происходит? Ты хочешь знать правду? Это твое окружение. Ты скажешь: что за бред? Этого не может быть. Я сам хозяин своей жизни. Но это именно так. Да-да, именно так. Твое окружение тянет тебя на дно. Но знаешь, мой друг, так случается с 99% людей. И ты, конечно, задашь вопрос: как мне понять, в каком окружении нахожусь именно я? На самом деле это очень просто, но вот выйти из этого окружения по силу лишь очень сильным людям. Запомните, люди делятся на 3 категории. Первый – это низший класс людей. Возможно, сейчас ты поймешь, что это твое окружение. Итак, как понять, что ты окружен этими людьми? Просто слушай. Основная тема их разговора – это люди, вернее их обсуждения. Они могут делать это часами. Эти люди не способны ни на что. Они почти никогда не довольны своей жизнью, и счастье им только снится. Вот поэтому они самоутверждаются с помощью других людей, а не личных достижений. Характерная черта таких людей – это когда кто-то покидает компанию, а через некоторое время начинается бурное обсуждение этого человека. В особенности они любят обсуждать их неудачи. Если в этом обществе кому-то пришла удача, например, повышение на работе, они поздравят примерно так: «Я искренне рад за тебя» или «Это круто, чувак». То есть что-то в этом роде, и сразу переведут тему разговора. А знаешь почему? Потому что для них это поражение. Им больно осознавать, что кто-то добился больше них. А вот когда к кому-то приходит неудача, например, потеря денег или увольнение с работы, эти люди будут долго расспрашивать подробности, при этом постоянно сочувствуя. Внутри они будут счастливы, это их победа. Еще одна яркая черта таких людей – это синдром жертвы. Их постоянно кто-то обижает. Во всех своих неудачах они винят кого угодно, только не себя. А если им рассказать, что ты хочешь заняться своим делом, они найдут 1000 причин, чтобы этого не делать. И уж тем более не помогут. Совет: беги с этого окружения и никогда не возвращайся. Вторая категория – это средний класс людей. Попадая в их окружение, ты с легкостью по разговорам определишь эту категорию людей. Они обсуждают новости, политику, экономику, частые темы разговора, как они провели отпуск, будущие путешествия, покупки, любят поговорить о работе. Эти люди зачастую довольны своей жизнью, но их мечты так и не сбылись. Поэтому они в глубине души несчастливы, хотя от них вы будете слышать противоположное. Если им рассказать, что ты хочешь свое дело, они, скорее всего, вас похвалят. Скажут: какой вы молодец, но со временем начнут навязывать, что надо получить хорошее образование, найти хорошую работу, обеспечить стабильность, а вот потом уж и свое дело. Еще они любят поучать, давать советы и приводить себя в пример. Поверь, мой друг, и в этом окружении тебе делать нечего. Итак, мы рассмотрели 2 категории людей. Поверьте, если вы смотрите это видео, вам среди них нет места. А теперь 3-я категория людей – это высший уровень. Давайте начнем с того, что их всего 1% на нашей планете. Это действительно счастливые люди. Возникает вопрос: как мне попасть в это окружение? Вот об этом чуть-чуть позже. Если ты попадешь в их окружение, ты сразу поймешь, ведь это идейные люди. Соответственно, они обсуждают идеи, как открыть новый бизнес, создать новый товар, что-то построить. Они ищут решения, как спасти животных, помочь глобально людям. Любят обсудить устройство мира, глобальное потепление и как с ним бороться. Ставят цели, обсуждают планы достижения. После общения с такими людьми твоя голова будет заполнена идеями. Ты будешь хотеть что-то делать,
творить и будешь дышать полной грудью. Итак, как же попасть в это окружение? Надо стать такими же, как они. А вот чтобы стать такими же, надо самому создать такое окружение. Вы спросите, как? Для начала вы должны выбрать тех людей, которых вы хотели видеть в своем окружении. Другими словами, своих кумиров. Например, Билл Гейтс, Джек Ма, Евгений Черняк, Игорь Рыбаков, Роберт Кийосаки. Прочитайте биографии этих людей, так вы познакомитесь с ними поближе. Дальше начните читать их книги, смотреть их интервью, семинары, тренинги. Таким образом вы соприкоснетесь с этими людьми, и поверьте мне, сначала у вас начнут появляться идеи, потом вы начнете ставить цели, у вас появится желание чего-то достичь. Вы даже не заметите, как начнут отваливаться те, кто вас тянул на дно. Ваши друзья, знакомые, коллеги и даже ваши родственники. Им просто будет с вами неинтересно, вы уже другие. Конечно, они попытаются вернуть вас назад, но вам это уже не нужно, вас не остановить. И вот только после этого в твоей жизни начнут появляться новые люди, которых вы так долго ждали, формируя ваш новый круг общения. Знаешь, мой друг, ведь это неизбежно, это закон природы, подобное тянется к подобному. И тогда твоя жизнь начнет меняться до неузнаваемости, твои мечты начнут сбываться, и возможно именно ты войдешь в этот 1% людей по-настоящему счастливых.